Всем привет! Вы на канале Алекс Моторный. Харьков в топ-5 самых криминальных городов Восточной Европы. Харьковчане в лидерах по долгам за коммуналку. Почему переименования в Харькове никому не понравились? Харьковский горсовет окончательно проиграл суд за трамвай на Веснина. Вернутся ли рельсы назад? Обо всем этом смотрите в сегодняшнем выпуске. В Харькове на Салтовке разрушается Урбан-парк, который открыли пару лет назад. На сайте Горсовета появилась петиция, автор которой призывает восстановить Урбан-парк. В тексте петиции говорится: «Я хочу обратить внимание властей на то, что молодежный парк на Салтовке уничтожается день за днем. Все футбольные поля, паркур-зона, детская зона, баскетбольный корт, скамейки уже очень изуродованы. Парк очень классный и в нем много детей и молодежи. Но из-за того, что там все очень плохо с той же детской зоной, детям негде играть и развлекаться. Вместе мы сможем восстановить такой классный парк на Салтовке». А я напомню, что Урбан-парк открыли в июле 2021 года. Старый детский парк на Салтовке перестроили в локацию для занятий уличными видами спорта. Этот парк в 2021 году стал самым крупным урбан-парком в Харькове. А тем временем Харьков вошел в топ-5 самых криминальных городов Восточной Европы. Рейтинг по индексу преступности опубликовал сербский сайт Numbeo. В рейтинге собраны 30 городов, среди них 5 украинские. Они заняли следующие места: Днепр – первое место, Одесса – второе место, Харьков – четвертое место, Киев – шестое, Львов – 12 место. В январе этого года в аналогичном рейтинге Харьков занимал 5 место. Веб-сервис Numbeo создает рейтинг городов, основываясь на показателях криминогенной ситуации и уровне безопасности. Методология формирования рейтинга основывается на анализе информации и отзывов, представленных пользователями платформы. Специалисты Numbeo принимают специальные формулы для вычисления индекса преступности на основе проведенных опросов. Харьковчане в лидерах по долгам за коммуналку. По количеству должников область занимает второе место в Украине. Задолженность имеют почти 95 тысяч человек. Такие данные опубликованы на сайте Open Data Bot. Первое место в рейтинге долгов занимает Днепропетровская область, более 100 тысяч должников. Третья – Донецкая область. Всего в Украине зарегистрировано 701 тысяча производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. Деколонизация в Харькове официально завершилась на прошлой неделе. Но споры вокруг новых названий улиц и станций метро не утихают. Члены Харьковской топонимической группы уверены, что город еще вернется к переименованиям. Ни Петлюры, ни Мисько-Барбары, ни Степана Бандеры. Харьковская областная администрация утвердила максимально нейтральный перечень новых названий для улиц. В соцсетях назвали это трусостью и плебейством. На прошлой неделе начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подписал распоряжение о переименовании 3 станций метро и 48 улиц, и этим фактически поставил точку в долгом и скандальном процессе деколонизации общественного пространства Харькова. Этому окончательному решению предшествовала большая работа историков,
специалистов по топонимике и краеведов, которые с 2022 года работали в рабочей группе при Горсовете. А в этом году, когда полномочия перешли к военной администрации, советовали уже областным чиновникам. В мэрии оставили для Харьковской областной военной администрации самую сложную задачу – найти новые названия для больших улиц и проспектов, а также станций метро, к которым харьковчане привыкли, которым трудно было найти такое название, которое удовлетворило бы всех – и патриотов, и тех, кто ностальгирует по Советской империи и ценит ее символы в виде Юрия Гагарина или звания Героя Труда. Патриотическое сообщество, затаив дыхание, ждало, появится ли на карте хотя бы улица Симона Петлюры. Однако чуда не произошло. Она получила имя в честь неизвестных непокоренных, а проспект Гагарина стал аэрокосмическим. Известные харьковчане начали собирать подписи под обращением к Олегу Синегубову с просьбой не спешить с решением и все же назвать проспект Гагарина Змеевским проспектом и переименовать улицу Кантемира в честь актера и музыканта Мисько Барбары. Но было уже поздно. На следующий день распоряжение было подписано. В качестве уступки патриотическому сообществу две улицы в центре назвали в честь писателей Йогансена и Семенко. Наибольшее возмущение у известных украинцев вызвал отказ увековечить в топонимике имя Мисько Барбары. Музыкант в свое время переехал в Харьков из Львова, сознательно выбрав город на востоке своим домом, он был лидером группы «Мертвый пивень». И очень много известных людей, начиная с писательницы Оксаны Забушко и заканчивая местными харьковскими художниками, снова и снова обращались к городским властям с просьбой почтить его память. Но им оказывали сопротивление в этом вопросе. Новые названия часто почти дублируют друг друга и могут создать путаницу. К примеру, Героев Харькова и Героев Спасателей. Или станции метро «Тракторный завод» и «Заводская» на одной ветке метро недалеко друг от друга. Известная правозащитница и эксперт по медиаграмотности Наталья Зубарь сравнивает два названия – проспект Героев Харькова и проспект Научный. Первое название пока не прижилось, потому что не имеет никакой привязки к местности. Второе же активно используется. Проспект Науки зашел большинству людей практически мгновенно, потому что наука там почти с первого до последнего дома, и станция метро Научная помогла. Постоянные, частично отфонарные переименования станций заводской части первой ветки метро приводят к тому, что путаются даже коренные жители. Но притом в городе сугубо в устной традиции пережили совок Москалевка, Заиковка, Шатиловка, Журавлевка, Сабурка и очень много старых удельных названий, приводит пример эксперт. Есть такие названия, которые с точки зрения закона о деколонизации можно не менять. Например, улицу Академика Павлова, ведь ученый, в честь которого она названа, например, не занимал официальных должностей в Российской империи. Но такие названия создают общее культурное пространство со страной-агрессором, а это недопустимо, считают в топонимической группе. Сейчас топонимическая группа готовит ряд предложений по замене некоторых названий. Одновременно с Харьковом меняли старые российские и советские топонимы Сумы, Днепр, Одесса. Сообщество «За трамвай» на Веснина выиграло у Горсовета в апелляционном суде. Решение мэрии снять рельсы с улицы Веснина окончательно признано незаконным. Но вернуть рельсовый транспорт будет нелегко. Продолжавшаяся почти год судебная эпопея завершилась приговором в пользу защитников электротранспорта. Второй апелляционный админсуд оставил по-прежнему заключение суда первой инстанции признать незаконным решение мэрии о демонтаже трамвайных рельсов на Журавлевском спуске и улице Веснина и противоречащим генеральному плану города. До этого заседания в апелляционном суде пытались провести несколько раз, но мешали воздушные тревоги.
было 5 переносов заседаний из-за тревог. И вот с 6-й попытки суд рассмотрел апелляционную жалобу Горсовета. Именно несоответствие действий чиновников генеральному плану города возмутило истцов группы «За трамвай на Веснина». В январе 2024 года суд отказал в части позывных требований, в частности, обязать Горсовет вернуть рельсы на место. Они были демонтированы в мае 2022 года, когда Харьков еще обстреливали со всех видов оружия. На канале, кстати, есть об этом отдельное видео, ссылка на него будет в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. В таких условиях невозможно было провести общественное обсуждение, которое необходимо делать при реконструкции, вносящей изменения в генеральный план города. Судья оставил без удовлетворения эти требования как преждевременные. Но поскольку решение о противозаконности действий городских властей, мы можем обратиться к местным властям с таким требованием – вернуть трамвай. Теоретически мы еще можем взыскать с Горсовета убытки, поскольку громада осталась без транспорта. Были нарушены ее права. Мы в суде это доказали, рассказал адвокат истцов Андрей Коломийцев. Пока новых исков группа «За трамвай на Веснина» не будет подавать, ведь в Харьковском горсовете ищут возможность вернуть на улицу трамвай. Это будет достаточно тяжело сделать, ведь под трассой проложили трубы водопровода. Если снова прокладывать рельсы, коммуникации придется переносить в другое место. Кроме того, российские обстрелы уничтожили значительную часть трамваев. До войны ежедневно на маршруты выходили 167 единиц транспорта. Сейчас меньше 70, и интервалы между ними очень большие. Ну и скоро запустят трамваи на Салтовку. Таблички с маршрутом 23 уже устанавливают. Маршрут номер 26 ходить не будет.